Привет, друзья! Вы на канале Реймон. Снова я у своей любимой землянки. Пришел сюда, вот ощущаю этот запах и понимаю, как здесь классно. И это место стало для меня по-настоящему каким-то родным, прям домом. Это второй мой дом. Здесь себя я чувствую прямо как-то защищенно, как будто это прям все родное. Мой лес, кусты, эти деревья. Все мое интересное чувство испытываю я. Наверное, потому что уже почти целый год я здесь занимаюсь этой стройкой. Зимой приходил сюда со своей собакой. И, наверное, поэтому еще чувства такие приятные остались. Теплые воспоминания о моей собаке. Сейчас, правда, не так поют птицы, как это было весной. Весной они здесь прямо заливались. Сейчас уже такого нету. На улице жарко. Уже неделю целую. 22, 25. Сегодня, наверное, даже 27 будет. Но по вечерам уже начинает холодать. И ночью чувствуется, что уже август месяц. Совсем скоро уже начнется опять зима. Условия уже будут намного тяжелее, чем сейчас. Приятное чувство. Но надо что-то делать. Просто так сидеть здесь тоже неинтересно. Поэтому сегодня я хочу заняться. Вот здесь доделать стенку из бревен, вот с таких же, как и эти. Типа чистокола такого. И оставить здесь небольшой проходик с выходом в лес. Потому что останется, если я заделаю полностью, выход только туда. А тут придется лазить под этими перилами. Это не самое лучшее решение. Поэтому оставлю небольшой проход туда наверх. Ну а здесь доделаю стену. И в планах у меня сделать какую-то лавку. Может быть, даже какой-то типа диванчика. Не знаю, что у меня получится. Иногда зрители спрашивают у меня, что у меня за страсть такая к строительству лесному. Вы знаете, я просто очень люблю природу. Чтобы сказать, что я строить прям тоже люблю. Нет, но обустраиваться, наводить быт какой-то, делать место более комфортное для пребывания в лесу. Вот это я люблю. И вообще я сам начинаю обычно делать что-то очень простое. И чтобы сделать что-то такое интересное на самом деле, я всегда себе говорю, давай-ка сделаем что-нибудь простое такое, вот налегке, чтобы не было вообще никаких проблем и напряга. И потом, когда начинаю делать в процессе, начинаю уже понимать, что я могу на большее. И могу намного лучше что-то сделать и интереснее, мне хватает сил. А сначала, конечно, себя достаточно трудно заставить. Думаешь, устал, надоело, хочу отдохнуть. И поэтому я прибегаю к такому способу. Говорю себе, давай сделаем что-нибудь такое простое. Ну, вот такую табуреточку небольшую, которая не займет вообще никаких сил и усилий. А потом в процессе начинаю делать, понимаю, что я могу что-то сделать лучшее. Так же было и с землянкой. Начинал копать, а потом понимал, что я могу что-то больше, лучше. И так вот в процессе все это перерастает вот в такое вот грандиозное строительство в лесу. Хотя я провожу здесь достаточно мало времени, это только выходной. Иногда даже и полвыходного, там полдня всего лишь. Но все равно в процессе получается, что достаточно это большое количество времени, чтобы построить вот такое жилище для себя. Ну а сейчас буду продолжать делать. Вперед!
Опа. Ух. Скользнулся. О, слава богу, все цело. И бывает вот так вот можно упасть. Склон довольно большой, на иголках скользко. Вот и упал. Сколько мне надо здесь бревен? По сути, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 бревен занимает всего лишь 70 сантиметров. Мои бревна потолще, значит 6 будет около метра. А у меня здесь, наверное, метра 2. Нет, метр 70. Мне надо где-то 10-12 бревен. Так, как я и рассчитал, сделал 12 бревен. Сейчас мне надо их заточить, подготовить, чтобы можно было вбивать в землю. Буду продолжать вот эту стенку. Надеюсь, 12 бревен мне должно хватить. Я посчитал.
Нашел в лесу такое вьющееся растение интересное. Вот оно такое вот было. Я его, конечно, порвал ногой, но кусочек остался. Вот. Я сейчас попробую его вырыть вместе с землей и посадить там за бревнами. Думаю, с землей оно приживется. Посажу и буду диванчиком заниматься. Думаю, в следующем году оно вырастет, уже разрастется. Я его, конечно, оборвал, жалко. Нечаянно ногой, видно, зацепил. Ничего. Буду поливать. Вырастет.
Ух. Напилился сегодня, ужас. Надо уже заканчивать. Печку затопить. Сегодня хочу приготовить вкусный ужин себе.
Сегодня я затопил печку и буду готовить в печке. Сейчас картошечку почищу. Сейчас еще лучка туда. Лучше кольцами. Да, таким ножом трудно это сделать. Ничего. Ну и наверх самое главное — это курица. Курицу я мариновал, соль, чеснок, перец в майонезе. Ложим курицу вот так сверху прямо на картошку. Так, пропитается картошечка прям жиром вот этим от курицы. Ну и сверху хорошенько майонезом поливаем. Будет еще вкусней. И вот так загружаем в печку или в духовку. Минут на 40. Все, беру и понес. Разгреб там угли и загружаю в печку. Все, теперь закрываю и минут на 40. Здесь только угли. Думаю, что 40 минут они будут гореть. Ну вот такая лавочка получилась. Отличная лавочка. Можно уже встречать гостей каких-нибудь. Посидеть здесь на заваленке. Так, ну что, достаем курочку с картошечкой. Даже кое-где подгорело. Но это там поближе к огню, где было. Там немножко, может, подгорело. Но все равно классно будет. Ой, запах какой, боже.
Ну, конечно же, огурчик, помидорчик. Лучок. Вот я все и съел. Это было очень вкусно. Обалдеть. Вот и пришло время расставаться. Сегодня была такая работа очень трудозатратная. Хотя вроде бы ее немного сделано, но было очень тяжело. Надо было наносить эти бревна, напилить их, заточить, забить. Плюс потом и этим занялся. Тоже пока все эти бревна поприносил. И все это надо найти в лесу. Нарезаю круги, поэтому очень трудозатратно. Когда я целый день не ем, потом вот так набрасываюсь на еду и съедаю целую противень. Но зато у меня интервальное голодание. Вот так вот получается. Ну что ж, пришло время расставаться. Увидимся в следующие выходные. Всем пока.